10 лет назад один очень известный гражданин, который в представлении не нуждается, рассказал нам об играх на Денди, которые никаким образом нельзя было пройти, так как они были изуродованы китайскими или сингапурскими пиратами. В этих играх были удалены копирайты и сделано много чего всякого другого интересного, благодаря чему игры либо включали встроенную защиту от пиратства, либо просто глючили. Отчасти это правда. Именно эти картриджи выносили школьникам мозги и нервы в те далекие времена, когда не было доступа к эмуляторам или лицензионным играм. Пройти их было невозможно. Или же все-таки возможно? Сейчас мы в этом разберемся. Давайте рассуждать логически. Как можно пройти игру, которая непроходима из-за ковыряния в ее коде? Варианты с эмуляторами, новодельными картриджами, упаси боже, с говнодельными репликами мы отметаем сразу. Мы хотим пройти именно этот картридж, изуродованный пиратами. Остается единственный вариант — исправить то, что натворили эти ребята прямо в самом картридже. Но картридж нельзя перезаписать, так уж он устроен. Тупик? Нет. Есть на свете один девайс, который может нам помочь исправить неисправимое. Называется он Game Genie. В 1990 году компания Codemasters, которая была известна такими играми как Dizzy, Big Nose, Micro Machines, выпустила в свет устройство для использования читов в играх на приставке NES. Принцип работы был гениален и прост. Картридж вставлялся в Game Genie, а сам Game Genie вставлялся в приставку. После включения приставки на экране появлялось поле для ввода специальных чит-кодов, которые можно было узнать из книг, которые либо шли в комплекте, либо продавались отдельно. Чит-коды в основном использовались для получения бесконечных жизней, супероружия и всякого такого, но возможности этого устройства были гораздо шире, так как в отличие от компьютерных чит-программ типа ArtMoney, код Game Genie изменял не данные в оперативной памяти, а данные самой игры. Это несколько усложняет добычу таких кодов самостоятельно, а без нужного инструментария и вовсе делает этот процесс практически невозможным. Однако сейчас с появлением эмуляторов с дебаггерами все стало вполне выполнимо. Итак, вернемся к нашим баранам и неубиваемым шреддерам. Со способом мы определились, посему надо искать Game Genie. Беглый поиск по eBay показал мне, что девайс бывает европейским и американским, причем американский из-за известного геморроя с доставкой стоит на порядок больше европейского. К сожалению, Game Genie выпускался только под слот 72 пин, а на наших родных дендях и дешевых японских фамикомах стоит слот 60 пин. Что ж, будем использовать китайский переходник. Приставка у меня хоть и разлоченная, но американская, а переплачивать мне не хотелось совершенно. Я решил рискнуть и купил европейский девайс, и, как выяснилось, он замечательно работает на американской NES. Так что, если вы соберетесь себе приобретать Game Genie, смело берите европейский. Картриджи для эксперимента я нашел очень быстро. На GBX сравнительно дешево продавались третьи черепашки без копирайтов и Soul Brain, или же Robocop, без выбора уровня. Продавец оказался из моего города, поэтому картриджи я получил в тот же день. Еще раз, кстати, хочу поблагодарить продавца. Спасибо. Итак, NES есть. Game Genie есть. Переходник с 60 пин на 72 есть. Картриджи тоже есть. Попробуем запустить нашу пирамидку. Еще раз пробуем. И еще раз. Может, подуть надо? Пиздец. О чем я? Мы в дерьме! Мы в дерьме! Как вы можете наблюдать, с китайскими переходниками надо обходиться очень бережно и ласково, так как в противном случае у вас погнутся пины, и переходник отправится в мусорку. Что ж, искусство требует жертв. Закажем еще один. Спустя пару недель мне пришел новый переходник в виде платы. Теперь у меня есть китайский корпус для картриджа NES. Может пригодиться когда-нибудь. Пробуем снова, но теперь гораздо аккуратнее. Game Genie загрузился, картридж тоже стартует.
Ура! Теперь начинаем искать коды. Finally! Поначалу я, как умная Маня, полез в Google в надежде найти там уже готовенькие коды, отключающие антипиратскую защиту в черепашках. Но, увы, не нашел. Либо плохо гуглил, либо этим особо раньше никто не интересовался. Пришлось вместо этого гуглить тутор по тому, как самостоятельно добывать нужные мне коды для Game Genie. Тутор я нашел очень подробный, мои благодарности автору. Ссылку на него я оставлю в описании. Что же нам понадобится? Главным образом нужен эмулятор FCEU, или же FCEU-X, так как в нем есть дебаггер и много чего другого интересного. Также понадобится дамп игры лицензионный и дамп игры пиратский, благо в рамсете они давно присутствуют. Нужны нам они для того, чтобы быстренько определить те места в коде, где поковырялись пираты. Для поиска я буду использовать Total Commander и его функцию сравнения по содержимому. Наконец, мне нужна шпаргалка по обкодам ассемблера 6502. Ссылку на нее я также оставлю в описании. Не разменивайся на детали, говори главное. Начнем мы, пожалуй, с Soulbrain. Проблема в нем, я напомню, такая. После прохождения первого уровня нас выбрасывает не в привычное меню выбора уровня, а на следующий уровень, который, вопреки всякой логике, оказывается зоной F. В конце этой зоны нас ждет босс, который по какой-то непонятной причине зацикливается. Убиваем босса, получаем поздравление с тем, что зона F у нас пройдена, а потом игра выносит нас снова к этому боссу. И так до бесконечности. Что ж, начнем искать проблему. Открываем Total Commander, выбираем два рома с пиратской и лицензионной играми и сравниваем их по содержимому. Первое отличие вполне себе предсказуемое. Удалены копирайты создателей игры, но поскольку это не Konami, дело явно не в них, поэтому оставляем их в покое. Переходим к следующим отличиям. Чтобы не тратить время, я проспойлерю, что следующие два отличия, как я понял, добавляют в игру чит на восполнение жизней. Может, когда-нибудь я и в этом разберусь. А вот четвертое отличие по адресу 1DB04 вызывает интерес. Открываем эмулятор, запускаем в нем пиратский ром, открываем дебаггер и ставим бряк на адрес DAF4. Почему не на DB04? Потому что первые 16 байт в роме занимает заголовок, и дебаггер его не учитывает. Таким образом, когда игра дойдет до этого адреса, эмулятор остановит работу и появится окно дебаггера. Возвращаемся к игре и быстренько проходим уровень. Да, мы прошли уровень, поздравления. И вот, игра стопается и появляется окно дебаггера. Что же мы видим? А мы видим, что обкоды D0 и 0.5 заменены на EA. Шпаргалка по ассемблеру и дебаггер подсказывают нам, что обкод EA вызывает инструкцию NOP, которая нужна для того, чтобы ничего не делать или же для эффективного удаления существующего кода. Должность у меня такая, только и делаешь ты, ничего не делай. Существующий же код переходил по адресу C5-C9, где запускалась подпрограмма выбора уровня. Ну а поскольку в пиратке этого не происходит, запускается следующий уровень, который почему-то становится зоной F, которая становится непроходимой. За каким вообще хуем это было сделано, вопрос безответный и затерянный в веках. Но я предполагаю, что пираты хотели таким образом убрать лишнее из игры и чтобы уровни проходились по порядку. Да уж, убрали так убрали, ничего не скажешь. Могу отметить, кстати, что существовало как минимум две версии такого Робокопа, и в детстве мне попадался картридж с выбором уровня и с читом на восстановление жизни, который вполне комфортно проходился. Но вернемся к нашей непроходимой игре. Нам нужно пофиксить это безобразие, вернув символы на свои места. В эмуляторе выбираем меню Debug, и в нем выбираем Game Genie Encoder Decoder. В появившемся окне вводим наш первый адрес DAF4. В поле Compare вводим существующее значение EA, а в поле Value вводим D0, и мы получаем код ESNIKXXT. Повторяем действие для адреса DAF5, Compare оставляем там, где было, а Value ставим 0.5 и получаем код IENISXXT. По идее, я уже сейчас могу добавить эти коды в эмулятор и посмотреть, что получится. Но давайте протестируем их сразу на железной приставке с воткнутым в нее моим Франкенштейном. Запускаем игру и вводим первый код. ESNIKXXT.
XXT. Теперь второй код. IENISXXT. И нажимаем старт. Пробуем. Снова быстренько проходим уровень. Побеждаем босса и... Победа! Меню выбора уровня появляется, и мы успешно можем пройти эту злосчастную игру. Ура! Но это была своего рода разминка, так как, по сути, мы лишь восстановили то, что изуродовали пираты, ничего от себя не добавив. В черепашках такой фокус не прокатит, так как там игра подкидывает нам глюки сама, а не потому, что в ней кто-то что-то наковырял. То есть технически-то пираты изменили ROM, но только на уровне удаления копирайтов из стартового экрана. А сама игра в ответ на это безобразие включает нам антипиратскую защиту. А именно, уменьшает урон врагам в 2 раза, увеличивает урон игроку в 2 раза, отключает читы, это, кстати, неправда, Konami код прекрасно работает. Ну и появляется знаменитый неубиваемый Шреддер, у которого восстанавливаются жизни при достижении 0. Пришло время исправить и это. Если верить документу на сайте Санчеза, то игра проверяет наличие символа копирайта и надписи Konami на стартовом экране, а также изображение самого тайла с символом копирайта на тот случай, если пираты его захотят перерисовать. Позднее, когда пираты уже узнали про эту защиту, они перерисовали в шрифте игры буквы М и К, из-за чего Микеланджело начал носить гордое имя Ксизе. Однако это сработало, такая игра проходилась. Вернуть на место всю надпись Konami теоретически возможно, но даже если бы в Game Genie не стояло ограничение на ввод всего лишь 3 кодов, кому захочется каждый раз вводить аж по 7 кодов ради того, чтобы просто поиграть в этот ублюдский картридж? Решено было отлавливать сам адрес, где ставится флаг включения защиты. Снова открываем Total Commander. Опять выбираем 2 рома, пиратский и лицензионный, и сравниваем их по содержимому. Буквально на первом же отличии, не считая символов в заголовке, мы находим искомую затертую надпись Konami. Нас интересует только символ копирайта, который находится по адресу 0181BA. Теперь открываем эмулятор и запускаем на этот раз лицензионный ROM. Открываем в меню Debug, Hex Editor. В появившемся окне выбираем View, ROM файл. Переходим по нашему адресу 0181BA и начинаем его яростно уродовать. Не пугайтесь там что-то нахимичить, так как все изменения остаются исключительно внутри эмулятора, если только вы ROM не захотите специально пересохранить. Изначально по этому адресу стоит символ B7. Давайте его изменим на 00 и посмотрим на стартовый экран. Как мы видим, символ копирайта пропал, и если верить Санчезу, то антипиратская защита активируется после начала игры. Чтобы это проверить, давайте быстренько введем Konami код и перепрыгнем на битву со Шреддером. Ну и как мы видим, теперь Шреддер стал бессмертным. Теперь будем отлавливать адрес в памяти, который непосредственно изменяется, если удалить или как-то видоизменить символ копирайта на стартовом экране. Возвращаемся к игре и стартуем. После того, как начался уровень, ставим игру на паузу. В эмуляторе открываем меню Tools и выбираем там RAM Search. Это стандартный инструмент для поиска измененных значений в оперативной памяти, и если вы хоть раз это делали с Артмани, то процесс вам знаком. В появившемся окне выбираем Previous Value, жмем Clear Change Counts, жмем Reset и жмем Search. Теперь в эмуляторе жмем Reset, снова открываем Hex Editor и возвращаем символ копирайта на его законное место. И снова начинаем первый уровень и ставим игру на паузу. Открываем RAM Search и выбираем Not Equal, то есть значение теперь не равно предыдущему. И снова жмем Search. Повторяем процедуру несколько раз, пока у нас в окне не останется лишь несколько адресов.
Вот, похоже, мы нашли то, что искали. Это два адреса 003D и 005C, в которых раз за разом менялось значение с нуля на единицу и обратно. Вот лицо нашего врага. Да, это не ошибка, адресов действительно два, и вот как они работают. Если отсутствует символ копирайта, то в меню выбора черепашки в адрес 003D записывается единица, но 005C остается неизменным. Как только стартует непосредственно уровень, в адрес 005C также записывается единица. Если мы изменим значение на 0 лишь по одному адресу, ничего не получится. Ой, пожалуйста, ну и не нужно. Запоминаем эти адреса, закрываем RAM Search и Hex Editor и открываем дебаггер. Ставим бряк на первый адрес с галочкой на Write. Таким образом, дебаггер вылезет тогда, когда что-то попытается значение этого адреса изменить. Жмем Reset, и буквально сразу вылезает дебаггер. Смело жмем кнопку Run, это ложное срабатывание. На начальном экране жмем Start, и сразу появляется то, что мы искали. Адрес B39A. В дебаггере мы видим инструкцию STY, которая присваивает адресу 003D значение 00 или 01, в зависимости от наличия символа копирайта на стартовом экране. Как же это происходит? Существуют три так называемых регистра, где хранятся и постоянно изменяются какие-либо значения. Регистр А или аккумулятор, регистр X и регистр Y. Инструкции считывают эти значения, изменяют и даже копируют одно в другое. Так вот, инструкция STY считывает значение из регистра Y и записывает его в адрес 003D. В данный момент из-за отсутствия символа копирайта что-то где-то записало в регистр Y единицу. Нам нужно сделать так, чтобы здесь в адрес 003D записывалось значение 00. Сделать это можно несколькими способами. Первый способ. Самый тупой, однако рабочий. Им пользовались пираты в прошлом примере с Салбрейном. Нужно просто перезаписать обе инструкции STY на NOP. Игра доходит до места, где должен установиться флаг включения защиты, и просто переходит на следующую инструкцию. К сожалению, нам этот способ не подходит, так как Game Genie работает по принципу один символ, один код. Поскольку в инструкции STY аж 2 байта, и таких инструкций у нас очевидно 2, то нам понадобится вводить аж 4 кода, а в Game Genie можно ввести только 3. Так что едем дальше. Второй способ уже не такой тупой, но принцип у него аналогичный. Мы выставляем вместо инструкции STY инструкцию LDA, которая не записывает значение регистра в адрес 003D, а наоборот, сохраняет значение адреса в регистр. В итоге значение в адресе остается таким, каким оно было, а именно нулем, и игра запускается с выключенной защитой. Недостаток этого способа очевиден. Какая-то инструкция в дальнейшем может захотеть использовать значение в регистре, которое мы перезаписали. Ну и если там окажется не то, что нужно, а наши нули, то игра где-то заглючит. Инструкции LDA я записал значение адреса в аккумулятор, хотя можно было записать значение в другие регистры командами LDX и LDY. Сделал я это потому, что практически сразу в существующем коде идет перезапись аккумулятора. То есть наше значение из регистра ничем не считывается. То есть данный способ в данном конкретном случае рабочий, и нам понадобится не 4, а 2 кода. Но на других играх этот способ следует применять с осторожностью. Третий способ прост и элегантен. Вместо считывания значения из регистра Y, где записана единица, мы при помощи инструкции STA считываем значение из регистра аккумулятора, где в данный момент по счастливому стечению обстоятельств находятся нули. В данном конкретном случае этот способ также работает и нужны будут 2 кода, но в других играх так может не повести, и в регистрах могут оказаться не нули, а что-то еще. Четвертый способ, самый геморный и самый правильный. При помощи дебаггера, бряков, кружки с кофе и матюгов нам нужно отыскать инструкцию LDY, которая непосредственно перед записью значения в адрес устанавливает в регистр Y единицу, и сделать так, чтобы эта инструкция ставила 0. Этот способ не имеет технических недостатков, но занимает больше времени, поэтому используйте его только в том случае, если остальные способы недоступны по каким-либо причинам. Сейчас мы его использовать не будем, так как смысла в этом нет. Кодов по-прежнему будет 2. Теоретически существует пятый способ — найти и прибить ту инструкцию, которая запускает саму защиту, основываясь на значениях в адресах 003D и 005C. Опять же, в теории этот способ сократит количество вводимых кодов до 1, но у меня на это, к сожалению, не хватило мозгов. Если получится у вас, расскажите об этом в комментариях.
Ну и поскольку разницы в конечном итоге между этими способами нет, использовать мы будем второй. Открываем нашу шпаргалку по ассемблеру и ищем описание инструкции STY. В дебагере стоит опкод 8.4, стало быть, у нас STY вот с такими параметрами. Запоминаем их, это важно. Теперь ищем в шпаргалке описание инструкции LDA и ищем в списке подходящие параметры. Под них подходит опкод A5. Закрываем дебаггер и открываем окно с энкодером-декодером кодов Game Genie. Подставляем туда наш адрес B39A. В поле Compare ставим старое значение 8.4, а в поле Value ставим новое значение A5. И вот мы получили код SXOUZLKA. Но, как мы помним, кодов должно быть 2. Поэтому мы ставим еще один бряк на адрес 005C. Здесь у нас начинаются ложные срабатывания с адреса 8262, что очевидно, так как игра еще даже не дошла до символа копирайта. Также их пропускаем кнопкой Run. А вот когда начинается уровень, дебаггер всплывает с адресом A322, со знакомой уже нам инструкцией STY и опкодом 8.4. Вот мы и нашли второй нужный нам адрес. Открываем окно энкодера-декодера Game Genie и повторяем операцию. Адрес A322, Compare 8.4 и Value A5. И мы получаем второй код SZXZZLKA. Опять же, их можно ввести сразу в эмуляторе, но, как и в прошлый раз, мы опробуем наши коды на железе. Собираем пирамидку, запихиваем нашего Франкенштейна в приставку, включаем, вводим наши коды SXOUZLKA. SZXZZLKA. И жмем старт. Для быстроты сразу вводим Konami код и перенесемся на битву со Шреддером. Ну что, дорогой мой, мы ждали этой битвы почти 20 лет. Да свершится священная месть! Ну вот и все. Шреддер повержен, а игру можно теперь комфортно пройти на непроходимом картридже. Чего, собственно, мы с вами и добивались. Что можно сказать напоследок? Game Genie все-таки крайне мощный и интересный девайс, плюс еще и сравнительно недорогой. Но, к сожалению, он был разработан только для приставки NES. Я находил видео, где был показан Game Genie для Famicom, но даже если это и не фейк, то найти такой девайс даже за большие деньги мне не представляется возможным. Для Famicom существовал, конечно, похожий девайс под названием Pro Action Rocky, но и его сейчас найти нереально, да и неизвестно, будет ли в этом смысл. Однако совсем недавно RAM Factory изобрели свою версию Game Genie для Famicom. Стоит такая игрушка без корпуса всего лишь 1600 рублей. Так что, может быть, имеет смысл приобрести ее, а не оригинальный Game Genie, выстраивая тотемы из китайских переходников и картриджей. Ну и в конце концов, а стоит ли вообще все это того, чтобы лишь получить возможность пройти непроходимые картриджи от Dendy, когда можно купить новодел с копирайтами или лицензию? Ну, тут уж каждый решает для себя сам. С вами был Black Ace. До новых встреч! Все.